Здравствуйте, добро пожаловать в видеоблог о заправке и ремонте струйных принтеров. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как удалить воздух из системы подачи чернил принтера Epson L300. Также инструкция будет полезна владельцам принтеров, имеющих аналогичную конструкцию. Как устроена система подачи чернил в данном принтере? Чернила из внешних емкостей поступают по трубочкам к демпферам, а оттуда прямиком в головку. На каждом этапе может возникнуть засор, и как следствие печать прервется или будет с полосами. Воздух может попасть в систему, если вы, например, забыли долить вовремя чернила, или принтер долго стоял без печати. И прежде чем начать заниматься сложными и опасными вещами, я советую вам убедиться в том, что чернила надежно поступают из емкостей в печатающую головку, а после этого уже заняться чем-то более сложным и опасным или доверить принтер специалисту. Итак, приступим. Во-первых, нам нужно снять верхнюю крышку, которая ограничивает доступ к демпферам. Воспользуемся крестовой отверткой и выкрутим 4 самореза сверху и 3 на правой боковине принтера. Развернем принтер правой стороной к себе и удалим 3 оставшихся самореза. Не забудьте про саморез, притаившийся под чернильным шлейфом. Далее нам нужно отжать защелки, удерживающие крышку принтера, после чего крышка относительно легко убирается вверх. Чернила подводятся к печатающей головке по трубочкам к демпферам, они же картриджи или капсулы. Сверху демпферы прикрыты пластиковой крышкой, которая крепится к каретке саморезом. Размер этого самореза меньше, чем самореза в крышке принтера, поэтому, возможно, вам потребуется еще одна отвертка чуть меньшего диаметра. И освобождаем защелку, что удерживает эту крышку. С помощью плоской отвертки отжимаем защелки на демпферах и извлекаем их из каретки. Для того, чтобы удалить воздух из демпфера, воспользуемся обычным медицинским шприцом. Подойдет 10 или 20 кубовый. На кончике шприца сделаем небольшие углубления, для того, чтобы ток чернил не блокировался об обратный клапан на выходе из демпфера. Тупой стороной лезвия ножа или канцелярскими ножницами продавливаем в материале шприца несколько углублений на кончике шприца. Вставляем шприц в выходное отверстие демпфера, наклонив его немножко кверху, чтобы можно было выкачать из него весь воздух. Завершаем процесс, когда в шприц начнут поступать чернила без пены. На этом все. Устанавливаем демпферы обратно в каретку. Сборка принтера производится в обратном порядке. Возвращаем на место прижимную крышку каретки.
При установке крышки принтера внимательно проверьте, что чернильные трубочки при установке крышки не пережимаются справа. В противном случае подача чернил будет нарушена и придется решать еще одну не вполне очевидную проблему. Чтобы вернуть крышку на место, нужно совместить выступ принтера с пазом в крышке. Поправьте крышку таким образом, чтобы выступ вошел в паз. Закручиваем саморезы. Процедура удаления воздуха из системы подачи чернил завершена. После прочисток резервуар-абсорбер, в котором сливаются отработанные чернила, может быть переполнен. В народе он также зовется памперсом. Давайте достанем его и посмотрим, в каком он состоянии. При необходимости заменим его. Чтобы беспрепятственно достать абсорбер, нужно выдвинуть вперед приемный лоток бумаги. Резервуар для отработанных чернил расположен сзади принтера. Крепится он на одном саморезе. Давайте достанем его и посмотрим, что внутри. Теперь сдвиньте деталь вправо, и вы почувствуете, что она свободно выходит из принтера. Повторю это движение несколько раз, чтобы вам было понятно, как нужно сдвигать коробочку. Видно, что абсорбер заполнен примерно наполовину. Пока поставим его на место. Теперь сдвигаем его влево, так, чтобы в окошечке снова была видна резьба для самореза. На этом наше небольшое ТО закончено. Всем спасибо и пока.